Приветствую всех на канале Я строю дом на Алтае. С вами снова я, Комаров Алексей. Пришло время дополнительно усилить проемы. Для этого я сделаю блоки, которые могли бы выпасть под углом шпильки, заходящие в армопояс. Для этих целей я взял себе вот такой длинный бур 12 на 550. Я хотел, конечно, десятку сюда взять, но 10-й бур был только длиной 400. А так как у меня два блока плюс там добор в армопоясе, я решил перестраховаться и взять подлиннее. Как я сейчас это буду делать, я покажу. Итак, поехали. Сверлиться я буду, желательно ближе к середине, как получится. И в общем виде это будет выглядеть вот так. Вот так. И с этой стороны вот так. Ну и этот блок тоже. Вот там так и вот так. До конца я не буду, где-то до середины, наверное. Может даже чуть повыше. А потом туда буду вставлять арматуру. Вот в общем как-то так. Ну тут тоже так, так. Вот этот проем не буду дополнительно усилять. Он довольно маленький. На этом вот только средний блок. На этом вот два средних блока. Ну как это сейчас что получится, попробую и покажу это вам. И маленькая неприятность, а может и не маленькая. Отверстие просверлил вот под такой же усик. Вот он должен был вот так тоже идти. Начал я его забивать, он шел. И вот в этом месте, вот он тут вышел и попал в арматуру. Вот видно маленькая, которую я армировал. И когда я стукнул молоточком, не поняв, что уже хватит, у меня тут бах, и вывалилась часть блока. С одной стороны, это, конечно, наверное, не очень страшно. Я сейчас попытаюсь это все на клей-пену по газобетону посадить обратно. Но очень неприятно. Вот раз, и тут вроде бы и далеко от края, но, видимо, в сторону маленькое сверло пошло, бур. И вот он результат. Будьте бдительны, не ломайте то, что уже сделали. И вот все так называемые усы заняли свое место. Повторюсь, эта арматура где-то вот до сюда. Это вот где-то до сюда. Это этот блок. Вот так, перестраховка. Вот самое главное было зафиксировать вот этот блок. Он фиксируется вот этими двумя усами. Усы, имеют небольшую подвижность, конечно. Так просто наверх не выскакивают. Некоторые вообще практически не шевелятся. Получается, я 12-м буром бурил отверстие сюда перфоратором и забивал сюда же 12-ю арматуру. Поначалу я хотел
арматуру забивать на 2 миллиметра больше, чем диаметр. То есть я планировал делать отверстие 10 буром, забивать 12, но повторюсь еще, как я уже... Не было 10 бура глубиной 550 в магазине. А если бы я взял 400, мне бы его точно не хватило, потому что вот 550 бура мне вот хватило вот как раз вот в этих вот местах, вот особенно вот там, над окном и вот здесь вот тут прям четко, прям на всю длину бура. Так что я попробовал, как сюда будет заходить 12 арматура. Ну и я что хочу сказать, я ее забивал. Я брал просто молоток, просто ее забивал. Она не так, если не знаю, 14, я бы с ней бы там весь блок бы, наверное, бы расковырял. Хотя, конечно, да, она села бы намного плотнее. Вот они мои усы. Вот они. Вот они. Оп-оп. Вот они. Да. В кривь и в кость. Но, в принципе, так даже лучше. Здесь вот вообще получилось. Домиком встали. Потом здесь будет стяжка, бетон это все обхватит, и они будут тут намертво замурованы. Соответственно, блоку надо будет вначале рассыпаться в труху, только потом упасть. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки, нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новое видео. Делитесь в соцсетях, чтобы помочь развитию канала. А я прощаюсь с вами. До новых видео. До свидания, друзья.